Говорят, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Но у кошек лапы, а не руки, поэтому спасать их приходится людям. Дальневосточный леопард – живой тому пример. Это самая редкая большая кошка на планете Земля, чье существование полностью зависит от ученых. Перед тем, как начать спасательную операцию, исследователи определяют примерную численность вида, максимальные темпы его роста и динамику численности в реальном времени. Без этих цифр невозможно понять, какие именно меры нужны и насколько быстро их нужно организовать. Раньше ученым приходилось месяцами прочесывать леса в поисках следов и меток, после чего скрупулезно сопоставлять их друг с другом. Сейчас на территории обитания леопардов установлена 41 пара инфракрасных фотоловушек. Полученные с них данные экстраполируются на всю площадь ареала при помощи методов математической статистики. Согласно собранным данным, на российской части ареала обитает всего 129 взрослых леопардов. Чтобы вы понимали, насколько это мало, амурских тигров в 6 раз больше. С одной стороны, это ужасно маленькое поголовье. Для генетической стабильности популяции леопардов нужно никак не меньше 150 взрослых и способных к размножению котиков. И в то же время даже 129 животных – это отличный результат. Всего 12 лет назад их было в 4 раза меньше. После того, как мы определились с численностью вида, нам нужно понять, почему именно он вымирает. В случае с дальневосточными леопардами определить причину оказалось довольно просто. Главная проблема вида – разрушение среды обитания и сокращение кормовой базы. Вторичная – отстрел со стороны человека. Последним занимаются исключительно браконьеры. Порядочные охотники не стреляют в дальневосточных леопардов аж с 1956 года, с тех пор, как они попали в Красную книгу. Итак, риски для популяции оценили, виновников нашли. Пора браться за дело. Начало спасению дальневосточного леопарда было положено в 2012 году, когда премьер-министр подписал указ об учреждении национального парка «Земля леопарда». 2700 квадратных километров хвойно-лиственных маньчжурских лесов стали безопасной гаванью, где большие кошки могут плодиться, не опасаясь внезапных вторжений людей с пилами и винтовками. Там же размножается и их кормовая база. Это зайцы, барсуки, енотовидные собаки, крупные птицы и косули. Чтобы вся эта благодать не была уничтожена в одночасье, лесники национального парка рубят просеки, создают минерализированные полосы против пожаров и устраивают санитарные вырубки, уменьшающие риск вспышек численности насекомых-вредителей. Взамен вырубленным деревьям высаживаются молодые хвойные росточки из лесных питомников. Если остановиться на этом этапе, то мы лишь оттянем вымирание вида на несколько десятилетий. Как уже было сказано выше, популяция леопардов не является генетически устойчивой. Это значит, что из общего генофонда постепенно выпадают важные полезные гены. Вид становится все более неприспособлен к своей же среде обитания. Леопарды уменьшаются в размерах, чаще болеют, смертность среди молодежи постепенно растет. Но благодаря стараниям специалистов, ситуация с леопардами улучшилась настолько, что котики начали покидать национальный парк и расселяться по ближайшим окрестностям. Для местных жителей они не опасны. За всю историю соседства с человеком не зафиксировано ни одного нападения хищника на людей, а для экосистемы даже полезны. Еще один винтик механизма саморегуляции возвращается в природу. В ближайших планах создания небольшой популяции в 25 взрослых особей в горах Пржевальского, на самом краю исторического ареала вида, а на границе с КНДР уже обитает небольшая группа из 11 взрослых и 10 котят. Ну а мы вернемся к нашим барсам и поговорим об особенностях этого дикого кота. С точки зрения эволюционной биологии, амурский леопард представляет собой вершину адаптации среди крупных кошачьих. В то время как большинство подвидов леопарда обитает в тропическом и субтропическом климате, эта популяция сумела занять уникальную экологическую нишу, где ключевым фактором отбора стал экстремальный холод. К наступлению холодов структура меха нашего красавца претерпевает радикальные изменения. Длина остевого волоса увеличивается до 7 см, создавая плотный изолирующий слой, который минимизирует потерю тепла даже при штормовом ветре.
Важна и оптическая маскировка. Пигментация шерсти становится менее насыщенной, приобретая кремовый оттенок. Это позволяет леопарду буквально растворяться на фоне заснеженного ландшафта, используя физику рассеивания света в своих интересах. Но одной из самых заметных морфологических особенностей амурского подвида являются пропорции конечностей. Его лапы длиннее, чем у африканских или индийских собратьев. Это не случайная мутация, а эффективное инженерное решение природы. Увеличенная длина конечностей и площадь опоры позволяют леопарду распределять вес так, чтобы успешно перемещаться по глубокому снежному покрову. Там, где другие кошачьи теряют скорость из-за вязкого грунта, амурский леопард сохраняет маневренность. Рисунок на шкуре леопарда – это сложный код, состоящий из крупных широко расставленных розеток. Для современной зоологии эти пятна служат надежным биометрическим инструментом, поскольку расположение и форма розеток уникальны для каждой особи. Ученые используют методы фотоидентификации. Это позволяет проводить точный мониторинг популяции. Именно по этим цифровым меткам биологи годами следят за судьбой конкретных особей. Это своеобразный кошачий паспорт. В уссурийской тайге леопард делит территорию с амурским тигром. Чтобы выжить рядом с таким гигантом, леопард довел искусство скрытности до абсолюта. Его главная цель – пятнистый олень или косуля. Леопард не любит долгих погонь. Он мастер засады. Используя рельеф скал, он может часами подползать к жертве, сокращая дистанцию до решающего прыжка в 5-6 метров. Несмотря на изящное телосложение, амурский леопард невероятно силен. Он способен затащить добычу, весящую в 2 раза больше него, на отвесную скалу, чтобы спрятать ее от медведей и тигров. Жизнь леопарда – это жизнь одиночки. Но раз в 2 года тишину тайги нарушает призывный рык. Самка амурского леопарда – самоотверженная мать. В глубоких пещерах или расщелинах скал она рожает от 1 до 3 котят. Первые месяцы они полностью зависят от нее. В мире, где за каждым кустом может скрываться опасность, она должна быть одновременно и нежной защитницей и безжалостным охотником. Кстати, амурские леопарды – одни из самых миролюбивых по отношению к человеку больших кошек. За всю историю наблюдений не зафиксировано ни одного случая неспровоцированного нападения на людей. Амурский леопард остается олицетворением дикой первозданной силы, которая смогла адаптироваться к самым суровым условиям планеты. Его возвращение на скалистые уступы Приморья – это свидетельство того, что ответственность и научный подход способны исправить ошибки прошлого. Сохранение этого пятнистого призрака требует постоянного внимания, ведь каждый новый котенок, замеченный фотоловушкой, это еще один шаг к победе жизни над исчезновением. Для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие наших каналов, может перейти на платформу Boosty по ссылкам в описании. Там доступны все видео с каналов Планета Земля и ЗУ, без рекламы и замедления. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какое бы животное вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!